Давайте попробуем немножко порассуждать о складывающейся ситуации вокруг Лукашенко внутри нашей страны и на внешних контурах. Давайте посмотрим. Лукашенко встретился в Сочи с Путиным. Но после этой встречи мы с вами не услышали ни одного высказывания его политического на предмет поддержки или не поддержки размещения вооруженных сил Российской Федерации на территории Беларуси, на предмет продолжения агрессии в отношении Украины. Понятно, что Лукашенко в этой ситуации тянет время. И наши инсайды, о чем мы говорили, сообщают, что размещение серьезной группировки вооруженных сил Российской Федерации на территории Беларуси может наступить где-то в районе ноября до февраля следующего года. Исходя из этой логики, Лукашенко лучше смотреть за тем, как развиваются военные события на территории Украины. А мы видим, что украинские вооруженные силы в последнее время, и слава богу, идут в наступление и отвоевывают принадлежащие Украине территории. Исходя из этой ситуации, могут быть и изменения внутри России. Куда пойдет Путин? Что произойдет с Путиным? Лукашенко, конечно, выгодно смотреть на это со стороны. С другой стороны, Лукашенко предпринял попытки постучаться в европейские двери. Но здесь ему указали на дверь, на порог, наверное, правильно так сказать, и попросили, сказали, что больше никто в такие игры с ним играть не хочет. Да, есть какие-то определенные коммуникации низового, нишевого уровня. Но серьезных бесед никто не готов на сегодня вести с Лукашенко. С тем, кто поддерживает агрессию против Украины. Лукашенко в последнее время, и это говорят наши источники в его окружении, начал менять вообще психологические проведения встреч, совещаний. У него впервые, кстати, я это заметил в ходе его интервью, вот помните, на прошлой неделе было большое интервью после Хатыни, мне показалось, что под коркой у него появился страх. Страх, что все может закончиться, и закончится в самое ближайшее время. Поэтому он начал говорить про своих детей. Он действительно впервые наверное, после августа 2020 года начал переживать, что с ним произойдет. Поэтому он не уверен. Он не дает четких указаний. К сожалению, единственные четкие указания, какие он дает, это продолжение репрессий. Наверное, в ближайшее время, как говорят наши инсайды, можно ожидать очередную волну репрессий в отношении белорусского общества. Вы знаете, он как будто пытается еще удержаться у власти, унизив и издеваясь над максимально большим количеством белорусов, наших сограждан. Китай. Вот здесь появляется интересная тема Китая. Может ли Лукашенко поставить на Китай? Выгодно ли это Китаю? Нужно ли это Китаю? Мы разбирали с вами этот подход. Да, Китай, с одной стороны, хотел бы сыграть свою роль как сверхгосударство в разрешении кризиса, регионального кризиса безопасности, связанного с войной, которую развязала Россия, но при поддержке Лукашенко. Может ли Китай дать какие-то дополнительные гарантии Лукашенко? На мой взгляд, вряд ли, за исключением личных гарантий безопасности, то бишь, чтобы ему было куда убежать в ситуации критической. Все процессы ускоряются. Все, конечно, динамично, но очень многое, если не главное, зависит от успеха вооруженных сил Украины. И мы, конечно, верим, и как Объединенный переходный кабинет будем помогать максимально нашим добровольцам. И очень важно, чтобы все белорусы помогали белорусским добровольцам, которые рискуют своей жизнью ради независимости, территориальной целостности Украины. Ведь фактически рискуют своей жизнью ради будущего Беларуси. Поэтому победа Украины и освобождение дальнейших территорий Украины будет создавать критичную ситуацию в Кремле. А это также все более критично будет отзываться в голове Лукашенко. И нам надо готовиться к внутренним действиям, о чем говорит и план Перемога. Это все базовые моменты, на которых мы сегодня должны сосредоточить внимание.